Всем привет, с вами Фокс. Продолжаем похождение вампира. В прошлый раз мы остановились на том... У меня зависло. В прошлый раз остановились на том, что... Да ё-моё! Остановились на том, что мы пришли на карнавал. Или как его, Хэллоуин. Роберт, привет. Тоже решил принести себя на праздник? Как ты? Вчера напился до беспамятства. Ясно. Эй, слушай, там у миссис Албани завалялась бутылка пива. Нашел больше пьет пиво? Представь себе. Она хранит его в бутылочке от лимонада. Не мог бы ты мне его достать? Никто не заметит, что ты пьешь? Оно выглядит как лимонад, я же говорил. Ну ладно. Ок, жду. Кошмар. А вот и журнал. Именно тот, который забыл профессор Бейкерс. В него вложено любовное письмо для миссис Албани. Так вот почему он сказал молчать. Ясненько. О, вот он. Роберт, когда будешь уходить, я могу тебя проводить. Попутно задам вопросы для зачета. Ладно. Так, в смысле, а журнал забрать? Ладно. О! Какой-то полицейский значок. Мисс Албани. Роберт, рада вас видеть. Вы редко появляетесь на уроках, меня это беспокоит. Да, есть такое. Профессор Бейкерс такой приятный, правда, сам не всегда это осознает. Я вам, юноша, скажу по секрету, что он мне нравится. Ну прошу вас, ради бога, не распространяйтесь. Ясно. Ну вам-то что, Роберт, до сердечных дел простой уборщицы? Мисс Албани, тут многие говорят, что у вас есть напитки. Ты про эту газировку? Ну да, есть. Скрывать не стану. Но он останется при мне, я тебя не дам. А если вас попрошу? Роберт, меня не так легко сломать, знаешь ли. Мисс Албани, дайте мне бутылку. Бедная уборщица, повинуясь воле Роберта, добровольно дала бутылку пива. Он уж сам не знал, что может вытворять нечто подобное, и это подвергло его в шок. Я так могу? Ну что ж, спасибо. Здорово, держи. Пиво с собой, да. Держи бухарик. Джерри жадно схватил бутылку и уже собрался облапить. Товарищ, а как же ключ? Теперь, пожалуйста, оставь меня наедине с пивом. И еще, когда тебе надоест тут тусоваться, можешь пойти вместе куда-то, лол. Вот уже другое дело. Мне кажется, если я с кем-то пойду, то он умрет. Потому что сказали же, следующая жертва обязательно умрет. Роберт пошел к сейфу. Да-да-да. Ставить ключ. Замок щелкнул. Плюшевый медведь-пирог. Ничего себе. Это в сейфе уместили. О, вот и мой герой. Что у тебя в руках? Мишка и пирог? Ой, слушай, я бы съела пирог с тобой. Но где-нибудь у меня дома. Когда будешь уходить, позови меня, я буду готова. На что готова? На то, чтобы сожрать пирог у меня дома. А чего ты ожидал? Ну, я запомнил, что могу в любом случае уйти с тобой. Я запомнила. Ой, кто-то из них умрет. Давайте покинем академию. С одним из персонажей. Бля. Кто-то из них явно умрет. Кто? Блин, Джерри. Хотя... Не. Я Сигма. Катрин, здорово. Ты какой-то... Нет, все же ты какой-то другой. Возможно. Что в тебе изменилось? Неделю назад ты был милым и приятным пареньком. Роберт, ты меня слышишь? Катрина, я действительно изменился. Да я уже заметила, но каким образом? Катрина, это звучит как безумие, я вампир. Характер меняется с возрастом. Давайте будем напрямую говорить. Или... Не-не-не. С возрастом меняется характер, знаешь. Не ври мне. Я отлично вижу, что с тобой что-то не так. Не такой ты бледный. Твои глаза красные. Ладно, я вампир. Ты, стой, погоди, это шутка? Я умею читать мысли. Давай, подумай. Ну ладно, я представила, давай, говори. Слон, жонглирующий обезьянами в цирке. Ладно. Как ты, Роберт, моя голова сейчас перегреется. Ты понимаешь, что я чувствую? Я не могу себе представить твои ощущения. Мне страшно, Роберт, я боюсь. Не знаю, что думать о тебе. Приходится убивать. Сьюзан, Натан, это все ты, Роберт? Я знаю, это ты. Я вижу это по твоим глазам. Я не хотел. Ты хоть знаешь, что такое голод? Я понимаю, наверное.
Роберт, мне сложно, не знаю, как тебя воспринимать. Представь, каково будет жить мне. Роберт, я представляю, и мне становится от этого страшно. Что же с тобой сделалось? Я хочу поддержки от тебя. Поддержка? Да, наверное, я могу тебе ее оказать. Хотя мне трудно. Очень ценю твою поддержку. Я всегда готов оказать тебе поддержку. Но я не могу остаться с тобой. Роберт, ты знаешь, как мне бывает порой больно? Зачем ты мне все это рассказал, если не хочешь меня видеть? Я пытаюсь защитить тебя от себя. Или убить. Мой солдатик, я тебя не боюсь. Но я не знаю, чего ты хочешь. Я не могу тебя сейчас видеть, мне больно. Бля! Я тебя не заставляю, Роберт. Мне тебя так жаль, ты не представляешь, насколько мне тебя жаль. Извини. Сорян. Роберт впился зубами в любимого человека, сам того не ожидая от себя. Алоэ видно хлынуло из артерии. Роберт почувствовал себя в полной безопасности. Пока Катрина умирала, Роберт ощущал некое душевное спокойствие, которое он получал только во время убийства. Девушка отчаянно билась, жизнь не хотела ее покидать. Вместе с ее кровью Роберт ощущал ту страшную душевную боль, которая ее терзает. Роберт ее предал, и она это понимала. Роберт, может, и желал бы остановиться, но, увы, Катрина была почти мертва, и оставлять ее уже не было никакого смысла. Что это даст? Разве что то, что она будет дольше мучиться. Девушка была мертва, пути назад не было. Роберт ощущал тяжесть в душе из-за того, что он сделал. Ну, он мог избежать этого исхода, если бы пошел с кем-то другим. А, он ее целиком сожрал? Я не понял, он целиком сожрал? Где тело? Покинуть локацию. Какими-то кривыми, странными окольными путями Роберт дошел до дома. Телефон звонит. А, смартфон? У меня есть смартфон? Новое сообщение. Дорогой Роберт, надеюсь, что ты повеселился. Мы отбываем на самолете. Специальный таксист ждет тебя у магазина 5 метел, что на одной из сельских дорог. Ты найдешь, он отвезет тебя к частному аэропорту. Дважды тебя? Да, Роберт, сегодня. Это действительно важно. Блин, так рассвет уже скоро. А ты не сгоришь? Брэндон. Ай, Брэндон. Так это вас я должен отвезти к аэропорту? Да. Водитель открыл машину, и Роберт уселся. Удумал о том, когда вернется в свой родной Бриксквик, в то время как таксист разговаривал о чем-то своем. Только ему одному, интересному. Что-то про его сестру. Да, до чего дошла жизнь? Что? Мужчина, вы сейчас едете в частный аэропорт. Туда доступ кому попало закрыт. Вы же понимаете, что каждый житель нашего города мечтает о частном самолете? Я не мечтал. Да? Странный ты какой-то. Молодежь сейчас уже совсем не такая. Я немного ненормальный. И то верно, у каждого свои хотелки. О, вот и он, в лесной глуши. Это концовка? Самолет медленно открывался от земли, а я, новообращенный и заблудившийся в своем собственном характере, сидел на одном из сидений. Мне было страшно. За эти 70 дней я изменился до неузнаваемости. Что-то стало с моим характером. Может, все это из-за обращения? У меня нехорошее предчувствие. Роберт, веди себя аккуратнее с советом. Это страшные люди. Вампиры, на совести которых войны, море крови и человеческие страдания. Каждый из них будет пытаться приблизиться к тебе, и никому из них нельзя доверять. Я боюсь того, что меня ждет, но надеюсь вынести и победить. Корин ухмыльнулся. Я не понял, сказал ли я фразу вслух или только подумал. Подойдите к Роберту и нажмите правую кнопку мыши. Дальний путь, концовка. Поздравляю, вы прошли эпизод. Да. Так, что это? Пьяный чел. Привет, не хочешь сделать за меня Юнайт? Ты нахрен, пинчуга. Ну что ж, вот такая концовка у нас получилась. В дальний путь. Улетели мы нахрен с этого места. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фокс. И всем пока.